Сегодня мы начинаем секретный проект на нашем канале. Мы будем ремонтировать вот этот старый заброшенный деревянный домик. Но человек, для которого мы это делаем, ничего не должен узнать до самого конца. Это дом для мамы Тараса. Она живет в России и давно мечтает перебраться к нам в Грузию, но все никак не решается. Своего жилья здесь у нее нет, и приобрести возможности тоже. Жить в нашем доме постоянно она не соглашается, потому как твердо уверена, что хозяйка в доме должна быть одна. Хотя в гости, конечно, и приезжает с радостью, а на подольше ни в какую. Поэтому мы решили, сделаем ей дом ее мечты и не скажем ни слова, пока не закончим. В этом выпуске мы расчистим домик снаружи и внутри, а там, поверьте, есть что разгребать. И начнем придумывать, каким он станет, когда мы все закончим. Только одна просьба, но о ней чуть позже. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. Наверное, у вас сразу вопрос, как сохранить секрет, если мы все выкладываем на YouTube? А моя мама, конечно, является нашей подписчицей и зрительницей. Мы все предусмотрели, и как раз до публикации этого ролика я позвонил маме и сказал, что мы готовим новый проект, но ей нельзя будет смотреть то, что мы делаем в последующих роликах. Она отреагировала неоднозначно, недолжным образом, так сказать. Следующие выпуски не смотрела. Иди ты, нет, я так не буду, Тарас. Нет. Ну, спустя какое-то время переговоров мы взяли с ней слово, что она не будет смотреть этот ролик и последующие ролики. Зрителям сейчас пообещаем, что ты не будешь знать, что происходит. Удалит подписку на наш канал и не будет, конечно, смотреть наши ролики с других устройств. Начиная с 1 августа все последующие видео до моего приезда я смотреть не буду, обещаю. А главное, хочу попросить еще всех наших зрителей, которые хоть как-то знакомы с моей мамой или переписываются в мессенджерах или в социальных сетях, чтобы они тоже помогли нам держать секрет до того момента, пока мы не пригласим. В дом ее мечты не покажем, не посмотрим вместе с вами на ее реакцию, посмотрим, согласится ли она вообще жить здесь или нет. Поэтому на вас мы тоже полагаемся. Поэтому вы невольно становитесь соучастниками самого доброго заговора на YouTube. Вот так этот домик выглядит сейчас. Снаружи, конечно, все разбросано. Здесь заросли не покошены после старой кучи. Здесь у меня от мотоблока фрезы, всякие навесное оборудование. Это все надо подумать, куда будет правильно убрать. Тут фасад разрисовали дети. Окна кое-где разбиты. Украсили. Да. С этой стороны мы устроили такую небольшую Парковку. Там у нас валяются коробки, да, это мы мандарины в них, по-моему, сдавали, от киви, да. Тут у нас всякая техника, бензиновая, газонокосилки. Это все тоже нужно подумать, Вот куда... этот алюминий тоже. Да, тут еще алюминий, какой-то металлом валяется. Это все нужно разгребсти будет, убрать. Здесь, наверное, все это оборудование в дальнейшем переедет в навес, который мы планируем там поставить. Что у нас с этой стеной? Снаружи. Тут вот можно видеть такие вот бугры. Это остались от предыдущих, так сказать, работ, которые не мы делали. Тут прокапывали канализацию и, соответственно, вот эти горы. Отмостку делали, наверное. Отмостку делали, да, и там же канализация. Угу. Это все копали, и, соответственно, здесь вот она, Куча как было выгодно, такие, так и осталось, никто не разравнивал. И вот это нам надо будет тоже выровнять, разровнять.
чтобы вода, вот видите, сейчас с крыши, она прям падает, получается, на этот бугор и заливается под отмостку. То есть это тоже надо будет исправить. Плюс у нас тут, опять же, какие-то металлические конструкции, Это приспособления. от Киви, по-моему, еще подпорки Да, были. это от Киви старые мы убирали, Да, да, да. и мы думали, возможно, они нам куда-то еще пригодятся, но, Да, но пока что лежит. но для себя мы поняли, что если вот у тебя точного плана нет, что с этим материалом делать, то лучше это все утилизировать. Конечно. Поэтому это все в металлолом отвезем. Тут еще у меня столбы, которые тоже остались от расчистки нашего нового участка из акации, которые тоже вроде как пригодятся. Ну, придумать осталось место, где их хранить. Здесь опять же у нас доски, которые мы уже перемещаем, наверное, несколько раз. Сначала они у нас лежали под вот этим вот домиком для хранения кукурузы. Потом мы их передвинули, по-моему, на эту стену, потом на эту стену. Ну, в итоге это все в будущем уйдет 100% под навес, где будут все стройматериалы. Но вопрос, куда нам пока это все положить, это остается открытым. Ну, еще раз, наверное, переберем. Наверное, тут что-то не нужно. Что-то нужно. Вот мелкая доска, она не годна. Ну, большая что-то доска никуда не гнилое, денется в любом что-то- случае. В общем, нужно будет хорошо еще перебрать. Без навеса тоже хранить, оно все сгниет. Да. Так И что мы- подумаем, в И, общем, может быть, над этой обратно кучей. перенесем сюда. Возможно. Поэтому с этой кучей придется еще тоже разобраться. Ну, хорошая новость, что у нас одна стена уже полностью готова. Это такой у нас арт-объект, который мы не будем трогать. Единственное, возможно, что-то здесь, да, еще добавим, потому что здесь где-то торчит труба. Можно ее подзакопать, которая идет в курятник для набора емкости. А так, в принципе, вот эта часть дома у нас уже готова. Так, ну теперь самое время зайти вовнутрь и посмотреть, что у нас там. Так, двери явно нужно будет переделывать, потому что они еле открываются. Вот тут вот дырки, что-то разваливается. Наверное, новые двери придется ставить. Так, ну а внутри у нас бардак. Основную часть, наверное, придется нам выкинуть. Тут какие-то пакеты, картон. Что-то пойдет под навес будущий. Тут хорошие столбы есть деревянные. Пенопласт, он явно нам пригодится. В общем, хорошие стройматериалы мы отложим. Мусор выкинем. Тут даже есть вот такие экземпляры. Возможно, они у нас пойдут под реставрацию. Такой красивый шкафчик. Так, это вот эти вот мы палки подготовили для торшера, да, по-моему? Да, это будут торшеры. Вот, и до сих пор они у нас тут Красиво. стоят. Их нужно Это зачистить. коляска Тасина. В общем, тут все отголоски. Да. В общем, складывали сюда Все, что можно. все, что можно, что Потолок можно, вот что у нас нельзя. такой с перфорацией большой. Там вот у меня какие-то трубы лежат тоже, стройматериалы, доски. Крыша у нас, помимо того, что она профлистом обшита, еще вот здесь таким каким-то пенопластом, Ну, как непонятно зачем утеплена. сделали. Утеплена, наверное, и шумоизоляция такая. Да, ну, наверное, оставим, да, с этим ничего не будем делать. Не, не будем. Да, и еще у нас, получается, второе помещение есть, да? Да, но там совсем темно, и света у нас пока здесь нет. Ну, тут тоже нужно перебирать все, выкидывать. Да, и тут свет еще должен есть будет. сквозная дверь, но Да, она но у она нас... сейчас завалена, там доски у нас, то, что мы видели перед тем, как зайти. По правую сторону там еще дверка и еще одно помещение идет. Тоже предназначение будем планировать дальше. Да. Пока что у нас задача все расчистить. Вот такие И- вот тут завалы, двери старые, которые мы тоже думали, что возможно пригодятся. Вот эти вот балки, которые мы планируем оставить. Пенопласт. В общем, да, надо начать с того, чтобы все это разгребсти. Несмотря на то, что дом старый, деревянный, но стены тут добротные, сделаны из каштана. Вот можно видеть, наверное, 5-сантиметрового.
Он, в принципе, практически не подвержен гниению, каким-то вот атмосферным воздействиям. Поэтому добротное дерево. Плюс крыша тут перекрыта, крыша не течет. Поэтому, я думаю, можно из него сделать конфетку, если приложить немного усилий. Согласна. Или много усилий. Что касается коммуникации, этим нужно тоже заняться в первую очередь. Несмотря на то, что мы уже сюда подвели свет, но он питается от нашего дома основного, в который подведена всего лишь одна фаза. Поэтому первое, что нам необходимо сделать, это Энергопро, местная энергетическая компания, написать заявление, чтобы нам к участку подсоединили 3 фазы. И тогда мы отдельно сделаем 2 фазы на основной дом и 1 фазу сделаем сюда. Тогда у нас в этом случае не будет перебоя с электричеством. Так, что касается воды, подвести воду не составит труда. Она у нас буквально вот уже подведена к этому летнему, к летней раковине такой. Тут осталось только развилку сделать и завести в дом. Что касается газа, он у нас идет буквально 10-15 метров ниже по вот этому склону. Его тоже в этой же траншее можем подвести. И, наверное, раз у нас котел будет где-то здесь, к этому углу дома. Тоже по планировке потом посмотрим, куда именно. По газу тоже надо будет необходимо написать заявление, чтобы они сделали отдельную точку. Но мне кажется, дольше всего придется ждать по свету. Потому что там они могут рассматривать до полугода. Ну, посмотрим, может быть, нам повезет и побыстрее поставят. Поэтому на днях тоже поеду, это сделаю. Канализация уже сделана. Она подведена вот к этому углу и соединяется с нашей канализационной ямой. Поэтому здесь, я надеюсь, работ никаких не будет. Ну, единственное, если мы перепланируем ванную комнату, возможно, будет внутри что-то перенести. Но так основная работа сделана. Что не может не радовать. Моя мама давно планирует о переезде, потому как хочет быть поближе к нам, к внукам. Но жить вместе с нами в одном доме она не хочет. Она говорит, что будет нас стеснять. Приезжает в гости к нам на неделю, на 2, без проблем. А как переезжать, ни в какую. Но купить жилье самостоятельно ей, к сожалению, не под силам. Мы ее прекрасно понимаем, хоть и в небольшом, но в своем домике ты чувствуешь себя хозяином, а не гостем. И вот однажды утром мы с Настей посмотрели на этот домик. Он у нас стоит без дела, заваленный хламом, всякой дребеденью практически ненужной. И решили, что это, в принципе, решение всех проблем. А ведь это готовый ответ. Свой дом, свои стены, своя дверь. А еще и внуки неподалеку, и мы рядом. Поэтому что еще нужно для дома мечты? Ну, возможно, чуть-чуть прибраться. Выносить, да, сюда? Для начала. Так, решили начать уборку вот с придомовой территории. Сейчас распределим все, что-то будем складывать в машину, отвозить на мусорку. Что-то, что нам в дальнейшем пригодится, будем временно складывать в гараж. Придется нам, да, захламить весь гараж. Но это временная мера, я надеюсь, временная. Потому как мы уже разметили, да, навес, который в скором времени, надеюсь, возведем. И все эти вещи из гаража переедут сюда. Вот здесь у нас уже колышки есть. Поэтому навес, значит, тоже скоро будет. На месте. Осталось загрузить. Типа. Сейчас хотим цыплят вынуть в общий курятник, чтобы можно было хорошо почистить брудер, потому что опилки уже влажные, и немного запах появился. Поэтому и они как раз чуть-чуть погуляют, освоятся. Так. Они еще немного пугливые. Так. Пошли. Сейчас так уберем.
Сейчас побегут, наверное. Пошли. Пошли. Опа, любимчик. Черненький, хороший. Какнул аж от страха. Иди. А, какие хорошие. Опа. Для них тут побольше места. Ну да. Может ничего, может уже не будем обратно запускать. Может освоиться. Посмотрим, как себя будет курица вести, если не будет их плевать. Вот тут сразу видно петух такой большой и нападает. Сразу нападает. Ну, сердце как колодец. Ну, не боятся. Ой, клюются как. Ты что, меня клюешь? Ой, какой. Хочешь играть? Да? Такой красивый окрас такой серенький. Ой, ты на меня прыгаешь? Да? Ой, ты на меня прыгаешь? Да? Нападает на меня, да? Так, думали, что сделать с этой тумбочкой. Хоть она и достаточно раритетная, но вот ножки тут уже полностью в труху превратились. Короед их все съел, поэтому решили не собирать старое барахло, а все это утилизировать. Так, Тася вспомнила детство. В коляску еще влазишь? Так, одну стену вычистили. Вторая, как вы помните, у нас уже готова с прошлого ролика. Поэтому осталось еще две. Красота, Тася? Вот домик начинает преображаться. Вот это ваши рисунки, живопись. Вот следующая сторона. Тут помимо вот этого металла, то, что сбоку, в принципе, не так много что убирать. Коробки, ну, эту технику вывести, подмести. Вот здесь тоже потом что-то придумаем. Плитку, которую мы находили, надо убрать. А здесь у нас еще не показали такой уличный душ. По времянке стоял. Поэтому тоже надо будет переделывать тут все. И вот это последняя сторона для уборки на сегодня.
кучи, которую мы разбирали, оказывается, есть житель. Вот такая вот жаба. Они ночные. Днем они не активны. Ой! Страшно. Куда ты собралась? А? Тут вот и на третью стену подтянулись помощники, да? Сейчас будем помогать. Да. Вот надо вот это вот нам все разобрать. Что-то в мусор, что-то может еще пригодится когда-нибудь. Вот эти доски давайте. Так, помощничков подвезли. Ну-ка, Тима. Вот это да. Сильные какие, да? Ого. И Тася несет. Молодцы. Сейчас буду вам помогать. Так, с этой стороны тоже разобрали. У нас уже вечер, поэтому завтра приступим к уборке внутри домика. Мама, налей мне капусту. Не кусай. Так вкусно. Так, а у нас уже следующий день по работе над домиком для моей мамы. Вот так вот всего лишь за день все преобразилось. Смотрите, какая красота, чистота. Все вокруг вот вычищено. Вот эта стеночка тоже готова. А сегодня начнем работы внутри. Сейчас все будем вытаскивать. И уже, наверное, на такие делаем большие кучи, что нужно будет отвезти в гараж, а что на мусорку. Так что поехали. Так, а вот так наполненность гаража выглядит. То есть
Место еще, конечно, есть, но уже очень много заняли. Надеюсь, нам хватит. Там внутри домика вроде не так много хлама, который нам нужен, поэтому в основном все будем выкидывать. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrows, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sign. It all seems so heartless. A silver line. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. So you gotta let go while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let go while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let go while you can. Don't you wait, don't you Что, Настя, как тебе нравится расчистка дома для моей мамы? Ну, нравится. Начинаешь расчищать, и прям пространство так увеличивается. Тут было так завалено все. А сейчас ощущаются масштабы. Прям комната кажется уже большой. Ну Вот. да, как И- будто мы это ждали этого момента, да? Да. Когда прям вот получится так, что необходимость. Вот вроде как сильной необходимости не было, поэтому ничего не делали. А сейчас вот появилась срочная необходимость сделать, и получается как-то и силы появляются, и возможности сами приходят. Смотрите, какая доска. Я раньше не замечала. Да, это точно нужно сохранять. Каштан, благородный каштан. У нас с него не только мед получается, но и стены. Поэтому тут, в принципе, все внешние стены из вот этого толстого каштана, 5-сантиметрового. Вот с этой стороны можно видеть его толщину. Сейчас будешь строить такой дом, я не знаю, в какую копейку это все выйдет. Поэтому всегда интересно восстанавливать что-то старое. Но она старая, но в отличном состоянии, я бы сказал. Особенно стены, балки. Так, а это у нас вот плитка, которая осталась от ремонта в ванной комнате. И вот мы что-то с Настей, с одной стороны, жалко выкинуть, а с другой стороны, куда мы еще и применим, непонятно. Единственное только, может быть, если когда-то что-то где-то расколется в той же ванной комнате на полу, будет возможность поменять. Я просто, знаешь, что думала? Я видела в Пинтересте, ее прям специально раскрашивают, такие кусочки, ну, там плюс-минус, и можно отделку сделать, знаешь, там на кухне какую-то раковину. Кусочкой, как мозаика такая красивая получается. Кусочки их вот так собираешь, и затирочкой, и такая столешница красивая получается. Ну да. Только для этого она может пригодиться. Вот это да. А вот та вот эта половая, которая... А ее тоже можно раскрошить и в Нет, эту их всего лишь добавить. два куска, просто ее можно оставить, чтобы на случай вдруг на полу там расколется. Ну еще или что-то да. случится. Не, выкидывать мы точно не будем. Да, Жалко. вердикт оставляем опять. Да. Да. Ну а вот что касается дверей, решили их все-таки выкинуть, потому как
Она тоже вроде думали, вроде и надо, но вот в ближайшем будущем мы не знаем, куда их применить. И поэтому просто выкинем, и все. Да, Настя, как тебе, не жалко? Эти двери видно, что они в хорошем состоянии, потому что вот Кое-где короед их поел. пустоты, да, там ел короед. Дырки где-то там, ну то есть... Пойдут на мусорку. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets sing. Side by side and behind, rolling into what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Так, вынесли вот сюда шкаф, разделили его на две части, потому что он вообще неподъемный. Напоминает шкаф, который у нас в спальне стоит, да? Тоже такой. С тех же времен, да. Да. И одна дверка у нас не открывается, И там закрыта что-то звенело. ключом. Какая-то посудина там, видимо, внутри стоит. Ручку не нашли. Ручку не нашли, попробуем, может быть, так. А вот, нет, она открыта. А, ее зажало просто под весом. Ого, как Это красиво! находка. Ого! 3 стопки. Самое важное, что... Да, вилки, ложки. О, смотри, еще нержавейка за 55 копеек. Смотри. Ого! Смотри, Это вот да. тут красиво, красиво. Сколько лет это не открывалось? Чуть-чуть подмести его вот так. Хорошо? Это будет вавилон. А ты вот это давай подмети. Надо только его понести. Его Да. не надо. Попробуем его Это не отреставрировать. надо его. Это можно. Мгм. Вот нам поставить вазу. Так, а вот и щеточка обновленная. Да, как тебе экземпляр? Это Хорошо бамбук, иметь. что ли? Хорошо иметь бамбуки, да. Да. В собственном лесу. Да. Видишь, еще лучше, чем заводская. Ну да, согласна. Пользуйтесь. Давай.
Вот и разобрали главную комнатку. Так, переходим в следующее помещение. Здесь у нас наконец-то удалось открыть дверку. И вот теперь видно, что у нас здесь. Такой вот тоже строительный мусор. Шкафчики тоже тут есть. Какой-то чемодан интересный. Там вот шкафчик в углу. Так что сейчас приступим к уборке здесь. Так, а вот при уборке какой сундук нашли, смотрите, сколько ему лет. Такой жалко выкидывать, поэтому может получится чуть-чуть его зареставрировать и оставить как элемент декора. Нравится тебе, Тима, такой? Да. Ну, класс. Это бабе Лене оставим. Бабе Лене оставим, да, такой? Да. Хорошо. Ну, только Давай надо мы его жуков почистим. там убрать. Да, жуков почистим его, покрасим лаком, да, вот так и будет, может Да, вот здесь. быть. И Кузе нравится, да? Да, Кузя. Кузе нравится? Есть еще для вас один сундук. Еще сундук есть? О, ну-ка показывайте. Чемодан. Ой-ой-ой. Сектор приз на барабане. Что там внутри? Что там внутри? Скорее показывай. Это красиво. Вот это класс. Давай посмотрим. А это можно и в отпуск в таком поехать. Смотрите. Вау. Золото внутри. Золото. Да. Какой чемодан. Да, это тоже элемент декора, можно оставить его, да? Можно? Почистить, помыть. Вот эти вот элементы просто от ржавчины очистить, и будет красиво. Как напоминание тех времен. Ну да. А вот, что это, какой-то чайничек или дымарь? Может быть, дымарь? Тут тоже же пчеловодство было. Непонятно. Не, на дымарь не похож. Тогда у дымаря должна быть где-то, ну, дырка внизу. А это какой-то просто как чайник. Ручка такая. Да, это как... Может, кто-то знает? Напишите, интересно. Да, это что-то, может быть, какой-то Я для... такое не видела. Интересно. Ну, тоже можно как элемент декора оставить его, да? Может быть, куда-то зачистить, пишется, покрасить, да, его? А мне кажется, он с ржавчиной очень красиво. Просто помыть. Помыть хорошо. Да. Ну, нет, такое, да, такое жалко выкидывать. Тут еще тумбочка, да, интересно? А где вторая дверь от нее? Она очень красивая, но не знаю, сможем ли мы ее восстановить. Дверка вторая вот тут, по-моему, она отвалилась. Дверка есть. Дверка есть, да? Они просто все сильно погрызены мышами. Вот. Я просто не знаю, как это сделать, восстановить. Не, ну наращиваются, в принципе, эти уголки. Есть много способов, поэтому подумаем, будет ли у нас время на это еще. И подойдет. Если он куда-то в элемент декора подойдет или куда-то можем применить, то можно, в принципе, потратить время и восстановить это. А это в последнюю очередь будем выкидывать, когда уже у нас будет полностью план, где что будет, как что будет, обставляться, и, возможно, что-то мы оставим здесь.
Так, ну вот этот шкаф явно нужно выкидывать. Это из склеенной, да, вот это вот стружки, или как он называется? Ну, как это, МДФ. Ну, это такое, более современный Да, под уже. реставрацию он не Он подойдет. размокший. Кромка везде отлетела. Да, это что-то такое. Да, поэтому, С недавних времен. Но это кандидат на мусорку однозначно. да. Так, и вот последняя комнатка. Уже начала тут собирать мусор. Тут в основном пакеты с баклажками стояли. С банками, с баклажками. И такой временно свет повесила, потому что ничего тут не видно. В этой комнате нету окон пока что. Как-то так. Так, ну вот уже день подходит к концу. Наконец-то доделали основную часть работы. Ну, Тим, открывай. Вот тут планировалась, я так понимаю, будущая ванна. Потому как канализация даже какая-то есть. Мы сейчас решили попробовать залить туда 10 литров воды. И дойдет ли она до ямы канализационной. Насколько хорошо проложили трубы. Прошу Настю помочь мне. Я пойду к яме канализационной. А ты... да, ты туда заливай сюда тогда воду. И я скажу, дошла она или нет. Вот наш септик. Сейчас как раз послушаем, пришла ли вода сюда или нет. А вот слышно, как вода пошла. Система рабочая. Можем оставлять. Так, я уже несколько партий мусора отвез. Вот еще какая гора снаружи осталась. Это задний двор. Еще там впереди, наверное, столько же. Шкафчик. Шкафчик, да, сейчас разберем, отвезем. Поэтому на сегодня, наверное, сейчас мусор отвозим, работу заканчиваем. Завтра все допылесосим. Хотим еще померить весь дом и на 3D-плане примерно показать вам и подумать нам, что можно сделать с такими площадями. Поэтому завтра все обмеряем и будем думать, что с ним можно сделать, да? Да. Так, ну что, осталось померить, какого размера этот домик? Да. Кузя, будешь участвовать? Так, нам бы света сюда. Первая люстра. Первая люстра? Да. Нет гвоздика? Да что-то, ни одного гвоздика. Все поснимали. Все А вот, нормально, вот, нашел. Крепко держи. Так, 3. Это получается 4,95. Два 85. Сколько у нас дверь? Дверь, проем. 63. Да. Так, крепко держи. Высота потолков у нас. О, неплохо. 2,33. 122. Теперь да. Следующее помещение. О, тут много места, да, когда убрали? Так, 209. Тут 73 до угла. Вот здесь держи, Тася. 73 на угла. Так, поворачиваем до двери. Тоже 73. 207. 207. Так, давай с этой стороны, Тима. Тася, держи.
207, 211, 207. А я после телевизора. Давай. 72, да? В общем, все обмерили, посмотрели, по нашим замерам построили 3D-модель. Получилось вот такое закрытое помещение, почти 40 квадратных метров. Внутри большая комната, 28 квадратов. Тут, возможно, будет спальня и кухня. И место, где собираться, в принципе, всей семьей. Вторая комната – это 7 метров. Тут, конечно, вопрос, может быть, под кладовую сделать или какую-то мастерскую мамину. Ну а 4 квадрата, я думаю, можно распланировать под ванную-санузел. А вот как это все расставить, это большой вопрос. Будем очень рады услышать ваше мнение по этому поводу. А на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр и увидимся на следующей неделе.